В этот день, 17 сентября 2023 года, великому автогонщику номер 5 исполняется ровно 10 лет. Ровно декаду эта игра держится на плаву, до сих пор успешно продается и даже не думает уходить на покой. В мультиплеер GTA 5 Online до сих пор играет огромное количество игроков со всего мира. Не так много существует в мире игр, которые могут соперничать с популярностью и длительностью жизненного цикла GTA Online, которая до сих пор поддерживается Rockstar'ами и ежегодно пополняется новым контентом. Серия игр Grand Theft Auto знакома мне с ранних лет, но именно эта часть серии — это квинтэссенция всего, что было хорошего в прошлых частях GTA. GTA Online — это моя любимая игра ever, за моими плечами уже наиграно за 3К часов, и я хочу сделать вот такое видеоэссе, задефать эту игру от всяческих гневных нападок, стереотипов и слухов, портящих ее репутацию, а также порекомендовать ее людям, которые по какой-то причине все еще не играли в величайший проект от Rockstar Games. У микрофона ярче Шиза. Welcome to Los Santos. Again. GTA 5 Online по праву являлась, и на мой взгляд до сих пор является, настоящим мастерпис, вышедшим из-под пера рок-звезд. В свое время этот проект буквально потряс все представления игроков, которые имели дело с концепцией GTA по сети, только через неофициальный фанатский самп и полусырой мультиплеер GTA 4. GTA Online же это абсолютно другой уровень. Это был шаг не на несколько ступенек, а на несколько пролетов вверх. И Южный Сан-Андреас, представленный в пятой части GTA, действительно велик. Это огромный, самобытный, живой мир, изучать который одно удовольствие. Это настоящая виртуальная реальность, с всякими случайными событиями, уникальными встречами, кучами проработанных деталей, пасхалок, хэллоуинскими и зимними ивентами. Сторителлинг в GTA 5 действительно хороший. Персонажи, их истории, вот это вот все, оно прям живое. Можно действительно прочувствовать жизнь каждого из трех героев, проникнуться его бытом, историей, понять его мысли. GTA 5 обладает как занимательной сюжетной кампанией, так и восхитительным мультиплеером. В уютном, солнечном мире, предлагаемом игрой, можно заняться самыми разными активностями. В игре есть самые разнообразные режимы, большинство из которых можно проходить как в одиночку, так и с друзьями. Увлекательный геймплей покажет вам самые разнообразные сферы Life of Crime. Невообразимо крутые ограбления, нелегальные сумасшедшие гонки, захватывающие перестрелки, торговля котиками, азартные казино-игры, построение своей собственной бизнес-империи. Это все может затянуть не на одну неделю новоспеченного игрока. По прибытию в Лос-Сантос игрок создает своего собственного онлайн-персонажа, может его кастомизировать, одевать всякие шмотки в самые разные стили и костюмы, может кастомизировать его оружие, кастомизировать тачки, да так четко, что Exhibit отдыхает. Есть в GTA-шке и режим игры от первого лица, который дает абсолютно новую перспективу игры. Даже езда приятно ощущается. Стрельба, парашютные трюки, да и вообще сам геймплей очень удобный в освоении. Ты просто берешь и играешь. Если вы никогда не катали в GTA 5 Online, я вам очень завидую. Первые несколько десятков часов в этой игре — это самое золотое время. Перед вами открыт гигантский мир начинающего преступника, который берется за любую непыльную работенку, которую ему только предложат. Все для вас будет в новинку. Пространство для исследования полным-полно. Вам практически сразу доступен весь контент, который Роки вкачивали в эту игру на протяжении 10 лет. Вы постоянно будете что-то открывать, ставить какие-то новые цели. Да я уверен, что поначалу вы конкретно так растеряетесь и не поймете, что вообще надо делать. И ответ прост. Абсолютно все. Единственный совет: не надо сразу и упорно идти и гринить самое прибыльное ограбление раз за разом. Это вам быстро надоест. Попробуйте все режимы. В Лос-Сантосе полным-полно разнообразных дел. Вы можете грабить банки, владеть подпольным цехом по разработке нового оружия, купить ангар и заниматься авиаперевозками, либо стать CEO и начать мутить серьезный бизнес по перевозке спецгрузов и автомобилей. Количество контента в GTA-шке просто зашкаливает. Вы по-любому найдете именно то дело, которое будет именно вам по душе, и вы сможете просто играть и играть, отрываясь по полной и накапливая первоначальный капитал. Многие хают GTA-шку за постоянный бесконечный гринд, который просто необходим для того, чтобы иметь все, что захочешь. Но я не в их числе. В GTA Online можно играть спокойно и без доната, и тем более без сраной накрутки. Фаслер пошел в жопу! Особенно, если ты обладаешь минимальными экономическими познаниями. Проходишь начальные квесты, не тратишь начальный капитал на крутые тачки,
Покупаешь все по скидкам, которые еженедельно обновляются. Играя в свое удовольствие, можно достаточно быстро подняться до уровня гангстера с десятками гаражей, которые забиты дорогими спорткарами. Знаю, вы наслышаны о том, что в GTA-шке много любителей погриферить. Но поверьте, в игре очень много дружелюбных, хороших игроков, которые могут и новичку помочь, и в автосходках поучаствовать, и стать вашим настоящим интернет-другом, в конце концов. Я так своих корешей нашел. Игра с друзьями в GTA просто офигенно. Это абсолютно другой экспириенс, благодаря которому ощущение от игры будет гораздо более умопомрачительным. Катать в соло — это, конечно, тоже хорошо, но самые по-настоящему запоминающиеся классные моменты вы получите именно от взаимодействия с игроками. Именно с ними вы получите незабываемые эмоции. Так что не советую постоянно сидеть в одиночных сессиях. Конечно, взаимодействие может быть как позитивным, так и не очень, однако волков бояться в лес не ходить. Да, к игре есть определенного рода предъява, что, мол, слишком уж много в ней гриферского вооружения, которое граничит на грани с реализмом. Автомобили-амфибии, летающий Делориан с ракетами, реактивный мотоцикл аж в 2 версиях, рельсотроновый танк и долбаная орбитальная пушка. Да, Rockstar действительно это все понадобавляли, скорее всего ради большей прибыли от доната игроков, которые просто любят поднасирать другим игрокам. Да, трайхардеры, дединсайды, гриферы — это тоже часть сообщества GTA, но не стоит так пугаться. GTA Online — это как симулятор суровой реальности, где у всех развязаны руки. И не стоит удивляться и плакаться о том, что некоторые люди ведут себя как мрази. Не бывает ведь сказки без старого доброго злодея, а? Но на мой взгляд, сложности только делают игру интересней. Слишком уж скучно жить в раю, в котором не происходит ничего опасного, и нет жажды соревнования в скилле. Обычно, в качестве серьезных минусов, игроки жалуются на достаточно редкие баги и краши. Ну так а чё вы хотели? Игре 10 лет, и в нее постоянно добавляют новый контент. Конечно, игра уже старенькая, соединение peer-to-peer иногда дает о себе знать, дисконнекты случаются. Оптимизация GTA-шки была очень хороша на релизе, но чем больше роки в нее впихивали, тем она больше утяжелялась, что, впрочем, вообще не имеет серьезных последствий. В онлайн все еще можно играть практически на микроволновке, и вероятность того, что она сожжет вам видеокарту, как моему корешу Рейнману, крайне мала. Из серьезных проблем в GTA-шке есть только читеры. Нет, Rockstar, конечно, с ними борется. Если точнее, пытается не давать им уж слишком борзеть. Но самые базовые читерасты попадаться вам могут, и, конечно, это может подпортить вам впечатление от игры. Однако, их не так, чтобы и много. Абсолютно не каждый игрок в GTA может обладать софтом. В игре полным-полно и тру-геймеров. Благо, Rockstar хоть что-то с этой проблемой делают. Например, они заштопили какую-то лазейку, благодаря которой читеры могли постоянно крашить игру своей жертве или обнулять ей прогресс. Да, было и такое в самые темные времена, но это уже пофиксили, уже хорошо. Читеры — это ложка дегтя в бочке меда, но эту ложку можно спокойно вынуть и выкинуть куда подальше из своей сессии. Так что я не считаю это пиздец большой проблемой. А какое у игры музыкальное сопровождение? Впервые в истории франшизы GTA есть не только музыка на радио, но и самый настоящий саундтрек, написанный специально для этой части GTA и играющий во время выполнения миссий. И он, черт подери, отличный! Многие осты отсюда попали прямиком ко мне в плейлист, а некоторые даже на рингтоны. Впрочем, радио тоже достойное, на мой взгляд, лучшее во всей франшизе. Количество радиостанций стало больше, треков тоже. Огромное разнообразие жанров, мировые хиты, рок, рэп, все что угодно на любой вкус. Количество прекрасных мелодий просто зашкаливает. А какие в игре охренительные пейзажи! Природа в штате Сан-Андреас просто волшебная. Холмы, леса, горы, пустыни, каньоны и парочка водопадов. Просто неисчерпаемый источник вдохновения для какого-нибудь художника-пейзажиста. Каждый раз, видя очередной красивейший закат, моя рука сама по себе тянется к кнопке F1 для старта записи. Кстати, об этом. Rockstar Editor. В какой еще игре вшита функция съемки фильмов, а? С применением разных ракурсов, эффектов, звуков и всем сопутствующим. Благодаря этой фиче талантливые игроки создают реально классные штуки в GTA. Можно делать красивые фото, крутые видосы с помощью встроенных инструментов и делиться ими в social-клабе. Конечно, было бы здорово, если бы Rockstar и дальше развивали эту тему, но и того, что имеется, вполне достаточно. Как аргумент могу привести свой игровой фильм, который мы с моей командой Ярче Пламени Крю сняли в начале этого года. Во все тяжкие в GTA 5. Он целиком и полностью был снят в GTA Online с моими корешами в главных ролях. Зацените, если кто не видел. GTA — это про истинную, безграничную свободу. Про такую свободу, которую, скорее всего, не смогли бы ощутить в полной мере ни ты, ни я в реальной жизни. По большей мере из-за законов и общепринятой морали.
Например, в жизни было бы очень проблематично сфигачить импульсным бластером парочку прохожих, после чего вступить в жесткую схватку с 5 нарядами полицейских и скрыться на своей супер-яхте в океане. Этим и славится серия игр GTA. Классным, крышесносящим экшеном, который максимально разнообразен всякими условностями, причинами и измерениями. Это настоящая феерия адреналина, безумия, жестокости и вседозволенности. Эта игра поистине уникальное явление. Шутер с сатирой на современное общество, но вместе с тем и щепотка симулятора жизни. Именно с щепоткой. Например, ты можешь поиграть в гольф, в аркадные автоматы, в теннис, упиться вдоволь со своими друзьями. Но также ты волен устроить массовую резню на улицах этого солнечного города. У тебя есть выбор, и это и есть самое замечательное. Сан-Андреас, представленный в GTA 5, ассоциируется в моей душе с воплощением рая в компьютерной игре. Это такая игра, в которую просто приятно играть, наслаждаться ей, приятно в ней жить. Особенно по сравнению с давящим и атмосферно мрачным Liberty City. В GTA-шке по кайфу даже просто взять тачку, выехать на скоростное шоссе и втопить педаль газа в пол, попутно слушая Los Santos Rock Radio. Играешь в шашечки с потоком, лицезреешь проносящиеся мимо виды, восхищаешься очередным закатом, попутно удерживая свой визерис от подъема переворота. Это ощущение свободы и мощи заставляет вас просто забыть обо всех повседневных заботах и просто наслаждаться моментом. Именно в таких мгновениях ты и ощущаешь тот самый особенный и неповторимый вайб GTA-шки. То самое райское наслаждение, если можно так выразиться. Пятая часть GTA, она запоминается на всю жизнь. Эта игра — это чисто голливудский фильм. Этим она и хороша. GTA — это просто охуенно. И точка. В общем, вот такое вот видео получилось. Сложно сказать, было ли это видео эссе или просто неограненный поток моих мыслей. Я не иронично люблю GTA 5 онлайн и считаю ее отличной игрой, в которой можно получить много кайфа, особенно от игры со своими хоумис. На своем канале я снимаю видосы преимущественно по GTA-шке, именно потому, что я действительно получаю много удовольствия от этой игры. GTA 5 не уступает свои позиции даже спустя 10 лет, является более чем годной игрой. Она уже не юна, но дэм, она хороша, она в порядке. Я рад, что являюсь частью сообщества этой прекрасной игры. Она действительно изумительна. С юбилеем, GTA-шка! С 10-летием! Delicious. Спасибо за просмотр! Пока-пока!